Дорогие друзья, я вас приветствую. Вы на канале Твой Мир. С вами Наталья. Дорогие мои, я вас благодарю прежде всего и желаю вам в 1000 раз больше всего того, чего желаете вы мне. Давайте сегодня с вами посмотрим Таро-прогноз для знака зодиака Козерог на предстоящую неделю. Козероги, милые, настройтесь, а мы будем начинать. Давайте посмотрим общие энергии недели для вас, как пройдут. Общие энергии недели. Слушайте, у вас тут потянулось 3 карты, я 3 карты протрактую. Первая для вас проходит под энергиями ожидания, выбор вашего пути и возможные перемены, которые от вас не зависят и могут вашу жизнь вообще развернуть в ракурс на 365 градусов. То есть, смотрите, Козероги, то, чего долго ждали, да, какое-то новое начало, возможно, или все-таки понимали, куда вам нужно идти, но не решались, здесь как-то для вас выпадают возможности, которые могут резко изменить вашу жизнь. Давайте посмотрим, что вам прогнозирует понедельник. Понедельник вам прогнозирует какое-то новое начинание. Здесь, смотрите, мы уже видели, да, что в общих энергиях недели для вас проходит под картой выбора какого-то пути, какого-то начинания. И здесь понедельник вы обдумываете этот вопрос, вы почему-то еще хотите это застопорить, хотите остановить, пока не менять чего-то в своей жизни, потому что оборачиваетесь на прошлое и понимаете, что там было достаточно хорошо и комфортно, и то, что сейчас вас немножко не радует. Но здесь вы должны понимать в тот момент, что с вами происходит то, что вы растете. Здесь вас как будто, понимаете, выводят на новый уровень и показывают, как вообще нужно взаимодействовать для того, чтобы получить больше благ в свою жизнь. Вот у вас понедельник проходит вот такими энергиями. Давайте посмотрим, что вам обещает вторник. Вторник вам обещает решение вопроса. Решение вопроса, с чем связан вопрос? Давайте посмотрим. С чем связан вопрос? Вопрос какой-то будет связан с чувственными отношениями. Здесь, Козероги, как будто у вас, ну, во-первых, у вас тоже проходят трансформации, да, у вас кто-то может быть даже болеть по этой карте из Козерогов, да, и вот здесь как-то, смотрите, вопрос будет решаться то ли с детьми, то ли с новыми отношениями, да, но здесь проходит чувственная сфера. Здесь почему-то то ли порадуют вас ваши дети, то ли ваши новые отношения вас порадуют. Ну вот как-то какой-то вопрос в этом плане будет решаться во вторник. Давайте посмотрим среда, что для вас несет. Среда вам рекомендует быть организованными, быть собранными. Несмотря на то, что вы чувствуете, что у вас недостаток энергии, здесь кого-то могут пригласить на увеселительное мероприятие. И вы понимаете, как будто здесь будете совершать выбор, стоит вам это делать или нет. Потому что вроде бы как и не очень себя хорошо чувствуете, не очень силы хватает на то, чтобы идти. Но здесь карта мира говорит о том, что иди, ты получишь больше, чем ты планируешь. То есть для вас как-то это важна будет встреча, да, это времяпровождение, вас как-то это впечатлит и порадует. Давайте посмотрим, что для вас несет четверг. Четверг для вас несет рыцаря Пентаклей. Рыцарь Пентаклей — это, знаете, это человек, который как-то будет связан с движением вашего. Здесь как будто, знаете, вы получите известие от человека, да, движение от человека, который как-то определенное время либо молчал, либо не проявлялся, либо вот как-то где-то какой-то вопрос не решался, да, вот то, что было зависшее в отношении с этим человеком, все-таки вот в четверг решится этот вопрос, и вы как-то все-таки выберете направление, что вам делать далее. Вот вопрос какой-то вы для себя закроете в четверг. Давайте посмотрим пятница, что вам прогнозируют карты Таро на пятницу. На пятницу прогноз. А на пятницу вы будете почему-то сидеть, знаете, как-то не хотеть ни с кем делиться. А здесь вы понимаете, что у вас хватает силы и энергии, да, вы как-то уже воодушевились, и уже на работу вы вроде бы хотите, и уже вроде бы давай я выйду на работу, и как-то в отношениях уже здесь, вот как-то здесь вы уже окунаетесь в свою стабильность, и партнер у вас рядом, и вас это радует, и радует то, что вы можете выйти на работу. Как-то вот здесь свою стабильность вы в пятницу будете беречь, очень сильно на нее как-то посмотрите под другим ракурсом. Давайте посмотрим, что вам прогнозирует суббота.
субботу вам рекомендуется держать баланс. Здесь либо вам придется какой-то долг отдать, либо какие-то сделать вложения по поводу своей будущей счастливой жизни, либо с кем-то поделиться своими знаниями. Вот такая вот для вас рекомендация на субботу. И здесь, смотрите, в разговоре о своих знаниях вы для себя откроете какую-то истину. Вы поймете все-таки, кто вам друг, а кто вам враг. Давайте посмотрим дальше воскресенье, что вам прогнозирует. В воскресенье вы почему-то будете думать о прошлом, вы будете думать о том, как в недавнем прошлом вам не хватало энергии, как вы планировали какой-то путь, и будете очень прокручивать в голове то, как в какое время вы были собой довольны, что происходило, какой-то вот такой, знаете, какой-то анализ. Воскресенье вас ожидает. Давайте посмотрим, что вам советуют карты Таро на эту неделю. Вам советуют закрыть какой-то вопрос из прошлого, который до сих пор не закрыт, на который вам все время не хватает времени, потому что этот незакрытый вопрос оттягивает ваше благополучие, ваши перемены к лучшему и ваше счастливое партнерство. Вот такая рекомендация от карт на эту неделю. Дорогие козероги, давайте посмотрим, что вас ожидает в личных отношениях на предстоящей неделе. Личные отношения для козерога. Угу. А здесь, смотрите, козероги, в личных отношениях, если вы в партнерстве, да, козероги, то здесь как-то вмешается какая-то еще одна женщина в ваши отношения, которая, грубо говоря, вам подпортит репутацию, да, испортит вам настроение. Уж не знаю, кто это либо чья-то мама вмешается в ваши отношения, либо это просто какая-то женщина для вас значимая. Но здесь как-то будет замешано две женщины в отношениях, и вас это не порадует. То есть здесь как-то и слезы, и разочарование, и печалька. Далее, смотрите, если вы девочки, то здесь очень велика вероятность того, что вмешается в ваши отношения мама. Либо ваша мама, либо мама вашего партнера, и вас это точно так же опечалит и не принесет никаких, скажем так, радостных событий, да. Если вы одинокий козерог или одинокая козерог, то здесь все-таки, знаете, как будто какой-то конфликт между вами и вашей мамой, да, может, ну, не знаю, как мамой, либо значимым вообще человеком. То есть это человек, который как-то с вами рядом постоянно. И вот какой-то вопрос, знаете, типа того, что все, давай разрушай, или сколько можно сидеть на месте, давай уже двигайся. Короче, вот какой-то такой диалог вас все-таки подвергнет состоянию апатии, уныния и зависшей некой ситуации. То есть вот такие вот у вас отношения на этой неделе. Давайте посмотрим, что вас ожидает в работе, козероги. В работе у вас прекрасная... хочется сказать, чувство, да, здесь такое состояние, эмоционально вы довольны, в общем вы довольны эмоционально, довольны тем, что вы делаете, что вы имеете на сегодня. Есть, конечно, какой-то момент немножко уныния, но здесь, знаете, как будто то ли вы думаете про то, что раньше было как-то лучше, да, но не видите какую-то возможность. Но при всем том, карты говорят все за то, что у вас рабочий настрой, вообще как бы вы в эмоциональном подъеме, вас это радует, вы довольны. И даже в какой-то момент, знаете, просто хотите вот остановиться, как будто вам уже хватит, больше развиваться некуда, как будто мне на сегодня всего достаточно. Но, знаете, как я говорю, всегда есть куда расти и развиваться, и вы над этим, конечно, думаете. Да, у вас, кстати, колесо фортуны выходит. Это карта, которая говорит о том, что перемены даже пройдут без вашего на то участия. Давайте посмотрим, что вас порадует на предстоящей неделе. Что вас порадует? А порадует вас, знаете что, козероги? Вас порадует все-таки та возможность, которая вам выпадет, что вы наконец-то определитесь, чего вы хотите в этой жизни. Вы для себя поймете, для чего вы вообще делали то или иное дело, да, были в тех или иных отношениях, вы поймете, для чего вам это было, и вас это очень сильно порадует. Во-первых, здесь как-то у кого был вопрос о мужчине, да, который был в вашей жизни влиятельный, такой даже где-то деспотичный, хочется сказать, да, мужчина, вот здесь вы на себе найдете ответ. То есть для вас как придет какое-то озарение, какая-то
такая возможность, где вы поймете, для чего вообще вам все это надо было. И вас это, несомненно, порадует. Еще здесь, знаете, как будто вы оцените тот вклад вот этого мужчины в вашу жизнь или в ваши отношения. Не знаю, каким образом он был у вас замешан в жизни. Да? Здесь вы поймете, что вы через него растете, развиваетесь, и что у вас сейчас и в ближайшем будущем прекрасные перспективы для того, чтобы вы были благополучны во всех сферах жизни. Давайте посмотрим ваши финансы, Козероги. Что вас ожидает по финансам на предстоящей неделе? Финансы. Смотрите, Козероги, для многих здесь проигрывается вероятность получения больших денег на этой неделе, но вероятность такая, 50 на 50. Либо да, либо нет. Если вы, даже смотрите, если вы планировали получить большие деньги на этой неделе, то здесь, скорее всего, вот проиграется как-то 50 на 50. Да? Больше вероятность того, что все-таки склоняется к тому, что да. Это одна трактовка. Вторая трактовка по этим картам может быть вложение в какие-то свои будущие начинания, но вы тоже будете сомневаться, понимаете, будет искушение вложить туда деньги, но вы будете под какими-то сомнениями, вообще не будете, ну, как бы понимаете, вы с одной стороны понимаете, для чего вам это нужно, а с другой стороны не понимаете. И вот этот вот баланс все-таки вы будете держать. Это то, что касается финансов на этой неделе. Давайте посмотрим, что вас неприятно удивит. Что вас неприятно удивит? А неприятно удивит вас, если вы в партнерстве, то это ваш партнер. Неприятно вас удивит. Он почему-то будет вести разговоры, знаете, о каком-то начале, да, как будто надоела вот эта цикличность, монотонность, надоело какое-то вот это спокойствие, хочется чего-то нового, и надо принять решение быстро. И вы, Козероги, будете неприятно этим удивлены. Давайте посмотрим, на что вам обратить внимание. Это для девочек. Давайте посмотрим, если вы все-таки мужчина, то вас неприятно удивит какой-то рыцарь кубков. Для мужчины это кто? Это человек, который, либо с которым был недавно конфликт у вас, либо это человек, который как-то очень сильно повлиял на вашу жизнь. И вот здесь тоже будет касаться вопрос какой-то монотонности, какого-то, знаете, дела, которое вы делаете постоянно, да, и вот здесь он почему-то скажет о новом пути, либо о выборе нового пути, либо может у него будет невозможность, желание выйти из какого-то партнерства, уж не знаю тут что. То есть вот этот человек вас неприятно удивит, именно эмоционально вы будете расстроены. Так, давайте посмотрим, на что обратить внимание. На что вам обратить внимание? А здесь обратить, Козероги, внимание, первым делом вам нужно на решение вопроса, связанного с вашей материальной стороной и планами на будущее. Здесь такой момент, как будто вам нужно что-то разрушить для того, чтобы построить что-то новое. Здесь вы как будто отстаиваете какие-то свои интересы именно по поводу зарабатывания денег. И вот здесь на это вам нужно обратить пристальное внимание, что вопрос какой-то надо решить по поводу того, чтобы выйти в благополучное будущее. Козероги, вот такой расклад у меня для вас получился. Я вас прошу, пишите комментарии, ставьте лайки. Если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. А я вам желаю решения всех ваших вопросов самым благоприятным образом. Берегите себя, берегите своих близких. До новых видео. Ваша Наталья.